Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня сделаем полезную самоделку из обрезков фанеры. Вам же всем приятного просмотра, досмотрите этот ролик до конца. Но я буду начинать, поехали! Конечно же, начнем все с разметки. Первая заготовка у нас будет шириной 140 мм. Сразу же распускаю ее по длине. Далее выставил упор 35 мм от пильного диска. Это была следующая заготовка. Отрезанные заготовки размечаю по 400 мм в длину. Нам необходимо по 2 детали. Также понадобится 2 прямоугольника размерами 310 на 340 мм. На одном прямоугольнике необходимо убрать с одной стороны, так как был подходящий кусок, ну а другой прямоугольник придется вырезать полностью. Заготовки наши размечены, теперь их необходимо распилить в размер. И в этом будет мне помогать торцовочная пила Stanley SM18. Двигатель тут 1800 Вт, который обеспечивает наилучшую производительность. Имеются боковые выдвижные опоры, которые поддерживают длинные заготовки, также служат упором для серийной заготовки. Также имеется отличная система подсветки XPS, которая показывает точную линию реза по тени от диска. Диаметр пильного диска здесь 254 мм, что позволяет с легкостью сделать распил с шириной до 310 мм и высотой 90 мм под прямым углом. Имеется 9 преднастроенных углов торцевания. Ну и конечно же двухсторонний наклон пильной головы под 45 градусов в обе стороны. Огромное спасибо интернет-магазину Папа Карло за этот инструмент. Но Папа Карло это не только магазин, а еще YouTube канал с независимыми обзорами инструментов, встречи с представителями брендов и демонстрации новинок рынка. Друзья, так что если вы хотите сделать правильный выбор инструмента, я рекомендую вам подписаться. И тем самым вы поддержите мой канал. Ну, конечно же, полезные ссылки оставлю в описании под роликом. А ты знал, что уровень оригинальный, деволтовский, может падать с 1,5 метров? Ну а мы с вами продолжаем. Все детали сделаны в размер. Теперь необходимо сделать, конечно же, разметку. Буду сначала делать на одном прямоугольнике, потом перенесу все размеры на другой. Снизу отступаю 120 мм, вторая разметка будет 240 мм от низу. Далее с края отступаю по 20 мм, а вторая метка будет на 160 мм. От линии отступаю 15 мм и провожу прямую линию. Также провожу линию под прямым углом длиной 35 мм. И также шириной делаю 15 мм. Все размеры, конечно, я сейчас прорисую. Я, если честно, эти размеры подгонял под себя и долго-долго рисовал. И надеюсь, что я старался не просто так, и мои старания кому-нибудь пригодятся. По итогу у нас получились две одинаковые фигуры, только со смещением. От края отступаю 180 мм и делаю прямую линию. Снизу отступаю 150 мм и также делаю прямую линию. В получившемся прямоугольнике нахожу центр. И делю его на ровные две части. При помощи старого отрезного диска делаю полукруг. Также при помощи наждачного круга в 180 мм делаю полукруг. Также при помощи отрезного диска с двух сторон делаю закругление. Снизу с двух сторон отступаю по 70 мм и делаю полуовальную разметку. Ну а теперь самое интересное, при помощи ручного фрезера буду выбирать наши пазы. Делаю, конечно, я это в первый раз, но мне очень понравилось и это очень интересно. Получилась вот такая вот заготовочка. Теперь, чтобы упростить себе работу, переношу на второй прямоугольник. Вырезать все буду это за кадром.
Получилась вторая заготовка в зеркальном отражении. Но чтобы заготовки наши были совсем одинаковыми, я специально лобзиком отрезал немножко больше разметки. Заготовки выровнял по ровному краю и скрепил струбциной. И теперь при помощи фрезы буду подгонять заготовки. Теперь они точно одинаковые. Теперь при помощи фрезера снимаю кромку с двух сторон. Теперь наши заготовки необходимо отшлифовать. Делать это я буду при помощи эксцентриковой шлейф-машины. Теперь необходимо сделать сквозные отверстия. Также при помощи зенковки зенкую. Приобрел универсальную эмаль, которая подходит и по дереву, и быстро сохнет, без запаха. Две боковины решено было покрасить в белый цвет. Забегу наперед, красил все в 2 слоя. Но чтобы детали как-то гармонировали, решил добавить колера. Хорошенько перемешал при помощи шуруповерта, и получился нежно-голубой цвет. После высыхания получилась вот такая вот красота. Пазы ранее заклеивал скотчем, чтобы краска туда не попала. Склеивать детали буду клеем ПВА. Но чтобы было более надежно, буду использовать саморезы. Конечно, было бы использовать лучше мебельные болты, но мне их по наличию не было. Со второй стороной поступаю аналогично. Приобрел вот такие мебельные пятачки, но они были круглые, пришлось на наждаке немножко их отточить. Чтобы саморезы сильно не выделялись, также их закрашу краской. На выходе, конечно, получилась вот такая вот красота. Как все понимаете, это приставной стульчик, ступенька для ребенка. Сейчас пойду сдавать заказ и буду ждать приемки. Будет проверять самый главный специалист. Ой, и почитать книжку, скажем, можно. Сынуля, тебе нравится стульчик? Да? Нравится стульчик тебе? Залезай ручки мыть. Ой, вот молодец. Вот руки моет. Ой, какой молодец. Сынуля, тебе нравится стульчик? Друзья, по итогу у нас получился вот такой вот стульчик-ступенька. Понравился он лично мне, также понравился моему сыну. Надеюсь, понравилось и вам. Обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться с друзьями. Написать обязательно комментарий. Ну а вам всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.